Ну и пойдем готовиться к полднику. Можно узнать, как вас зовут? А? Как вас зовут? Да просто... Коля. Не ври. Меня не Коля зовут. Николай. Мы когда его спрашивали про семью, ну, видно было то, что ему трудно говорить. Вот он все отшучивался. Вы расскажите, пожалуйста, вот еще раз, как? После армии его снова приняли на завод уже, как бы он со специальностью аппаратчик, по-моему, что ли. Вот я забыла, по-моему, аппаратчик. Вот его приняли туда сразу после армии, вот он там больше никуда не уходил. Вот он там и все, до пенсии бы и работал. Вот было 2 сына у него. Одному 17 лет, тоже был спортсмен, 1,80 м. И вот утонул. Видимо, попал в какую-то яму. От неожиданности ему вода попала в дыхательное горло. Вот так, таким образом остался без сына. Второй сын опять у него, 16 лет. Говорили, что у него подростковое давление. И в больнице лежал, лечили. И все-таки от этого он умер ночью. Тоже кровоизлияние получилось. Ну вот после детей он, видимо, сильно переживал. Еще жена-то ему говорила, это из-за тебя, мол, дескать, он утонул. Вот. И вот это все, видимо, ему дало. И вот он его потом парализовал. И вот он после этого паралича, такой он был уже нервный, тоже. И гуляли они с женой. Жена держалась за него. Он с палочкой, а она за него держалась как бы. Ну, его поддерживала и подскользнулась в апреле месяце. Он не смог ее держать. И она упала на затылок и, не приходя в сознание, мне тоже кровоизлияние. Ну, вот у него поэтому и с головой-то стало. И по голове, видимо, амнезия вот эта. И вот ноги-то отнялись уже тогда. Мать говорю, да? Потом вот ухи других как когда нагусь. Оля! У меня хлеб Дюн, жди хлеб, нету белого. А чё? Я еще не пришла. Дюна. Ага.
проветрить коляску, там проветрить. Свежим воздухом подышим. Вот до первой солнечной ванны я дохожу. Здесь у меня немного отдыхаю здесь. Посижу, отдохну, докуриваю. Как бы все по времени, по маршруту. Отработано уже. Вот. Здесь и отдых. Здесь и докуриваю. Потом уже дальше. Как говорится, как по расписанию уже. Вот есть там длинно, как она называется, вот, труба, вот там дым идет. Можно по ней определить скорость ветра. Вот раз, вот там. Вот, и можно определить, откуда дует ветер. Вот тут вроде ветра нет. А то посмотрел, все ясно. Ветер юго-восточный. Забыл терять. Вот здесь определенное место мое. Все. Так что тут? Такого особого-то, что, ну, в отделениях там все есть вроде. Все на охоту, на улицу, на природу, вот так поговорить, вот, просто на солнце посидел там, солнечных зайчиков половил. Я карман открываю, зайчиков схватывать, потом дома сидишь, пока никто не раз зайчиков открывать, а потом ночью оттуда их обратно ловишь. Ночью, когда темно уже, все спят, а я зайчиков не открывать, ля-ля, и все. Территория маловато, конечно. Маловато, да. Да, особенно на Тачанске на моей тут. Да, особенно зимой тут. Один забор, да. Ну куда у тебя? Вот у меня желание есть, вот тот угол есть. А как? Как не знаю. Да. Все? Облом? Облом. Блин. Тоже псы. Всякие. Главное, всякие мастей. Мастей, да. Мастей, да. Всякие вот. Вот я знаю, простые там масти, вот, ну, натуральные там. Бульдог. Вот. Овчарка, да? Вот эту масть. Да. А тут какой породы? Я смотрел, какой-то это. Трудно выговорить даже. Очень трудно. Даже такой породы в этом, ну как, не существует такой породы. Да? Говорят, нет такой породы. Да вот они бегают, вон видно это. Такие псы. Порода. Да, порода не воевает. Это просто не придумали название породы этой. Вот которая здесь бегает. Есть овчарка, есть бульдог, вот породы. А вот породистые собаки такие, ой, они все понимают, Что скажи, понимают. А если пошлешь подальше, она сразу убегает. Даже иногда человек вот не поймет, да? Вот такой, скажу, Женя, пошел-ка ты, да? Да. Видишь? Ну, примерно. Так, а собаки с полслова понимают. Понимают, да. Они только посмотрят на тебя и все уже понимают, что понимают, я их хочу куда-то послать. Они сразу убегают. Где там рукав не могу поймать? Поймал. Елки-палки. Вот елки-палки, тепло, кажется, дома.
Как вам удается всегда быть таким веселым? Так просто так не веселить, это же самое простое дело. Правильно? Да. Всем легко. Как я так не могу. Я не смогу это. Надо стараться, как бы просто стараться жить, а просто так лежать это. То жить. Опять у каждого свой приз, голова своя. Один может быть над тем же каким-то горем, может день унывать, второй, может и месяц, может два. Бывает, да, что вроде бы и грустно, вроде грустил, где-то. Думаешь, да, вот это. А что? Это же жизнь это. У меня была семья. 2 сына было. Всех похоронил. И сам такой остался. Все. Тут работает. А жена? А что с ними случилось? Это уже Вы не будете говорить? не надо. Что у меня была семья. 2 сына. Все было. Вот. Зло пошло. Похоронил, и все остался. Мне уже просто издеваться уже некуда было. Старался один, а что произошло, это уже. Вроде похож на меня. Какой-то типа непонятный. Вот. И все. Смотри-ка. Ну-ка, Коля Николаевич, ты тут мне написал. От Николая успехов, веселья, долгих лет. Вот, спасибо. О, так он ничего, хороший. Но рубашечка такая у него в этот раз. Или он поменял, или что. Не было такой у него рубашки-то. А в одно время очень полный был. Видимо, к режиму не привык еще было. Ну и он так-то и был у меня. 400 родился, так. Полный такой был, здоровый. И тут-то вот он, видите, вот это самое. Ну ведь 53 года тоже уже. Вот Коля-то какой был. В Германии служил. А вот он маленький совсем в огороде, морковки где-то. Коля такой.
тут существуем, но стараемся жить. Вот. Вот так изречение мое. Мы тут существуем, но стараемся жить. Вещаля мной, вещёсны кабле медло, вещаля мной, вещёсны кабыл медло, и жиле мной, юнянь мы меду дал тос, и жиле мной, юнянь мы меду дал тос, котырак носу ты са, ин мармылеш куроме, и жиле мной, юнянь мы меду дал тос, ки жиле мной, юнянь мы меду дал тос.